Война. День 304. Ситуация на фронтах. Россия до сих пор имеет перевес по всем пунктам военного соотношения. Лишь с мая по октябрь у Украины было превосходство в количестве войск после того, как она провела мобилизацию. Но после проведения мобилизации России эти показатели сравнялись. Россия сейчас имеет трехкратное преимущество в различных БТРах и БМП, полторакратное преимущество в танках, трехкратное преимущество в артиллерии и 10-кратное преимущество в авиации. Но несмотря на это, россияне не смогли реализовать такое превосходство на поле боя и который месяц терпят поражение, а линии соотношения постепенно движутся к паритету, в особенности в количестве танков. Российские войска не просто теряют свои танки в больших количествах, они еще являются самым большим поставщиком танков для украинской армии. И на сегодняшний день украинцам удалось захватить 535 российских танков, что подтверждается кадрами. Восток. Украинский генеральный штаб сообщил о отражении российской атаки возле Масютовки, что указывает на то, что в этом районе все еще присутствуют российские войска. Также атака отражена в районе Підкучайська, что наоборот говорит о продвижении украинских войск. Украинские пограничники опубликовали видео обстрела россиян в Карамзиновке, что означает, что украинским войскам пришлось отойти за реку. На правом берегу Северского Донца, похоже, россияне решили взять под контроль трассу Т-1302 Бахмут-Лисичанск и теперь атакуют вдоль нее. Как ранее весной эта дорога обеспечивала снабжение Лисичанска и Северодонецка, так теперь она может снабжать уже российские войска, атакующие Бахмут. Правда, до полноценного контроля трассы им еще далеко. Бои продолжаются за Бахмут. Российские войска пытались наступать со стороны Яковлевки, но не смогли выйти на новые рубежи. Подтверждается кадрами присутствие украинских войск возле радиовышки на востоке города. В Опытном идут ожесточенные бои. Дальше россияне атаковали населенные пункты южнее Авдеевки, но продвинуться нигде не смогли. На южном фланге отмечается стягивание российских войск и укрепление обороны. Россияне явно боятся атак на этом направлении, но о них пока ничего не известно. По жилым домам в пригородах Запорожья россияне нанесли ракетный удар. Также из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» постоянно обстреливают Никополь и Марганец. Юг. Россияне продолжают убивать мирных жителей Херсонской области, обстреливая их дома с левого берега. Военного смысла в этом никакого нет, кроме как террора населения. Только за вчера россияне убили 5 человек, а 17 были ранены. В Мелитополе был взорван автомобиль с 2 ФСБшниками. Журналисты CNN побывали на острове Змеиный, где, как оказалось, присутствует постоянный гарнизон, который выполняет функцию разведки. Исходя из этого, остров можно полноценно считать под контролем Украины. Украинские военные рассказали, как происходило выбивание россиян из острова с помощью самоходных артиллерийских установок «Цезарь» и групп спецназа. Россияне так быстро отступали под давлением ЗСУ, что даже оставили целую технику, не подорвав ее при отступлении, среди которой есть зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2. Остров позволяет контролировать русло Дуная и делает возможным функционирование зернового коридора. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео комментариями адекватными, лайками, колокольчик и подписывайтесь на канал.